Эта история произошла много лет назад в небольшой деревне. Мария провела всю свою жизнь в этой деревне. Здесь она родилась и выросла, создала семью. Они очень любили друг друга. У них родилась красивая девочка, которую назвали София. Семья была счастлива много лет и создала много радостных воспоминаний. София выросла, влюбилась, вышла замуж. Из-за работы мужа ей пришлось переехать далеко от родителей. Мария с мужем были счастливы за дочь и сказали ей, чтобы она не беспокоилась о них. Спустя несколько лет отец Софии серьезно заболел и, к сожалению, умер. После 40 лет брака Мария осталась одна. Сначала София настаивала, чтобы мать переехала к ней, чтобы заботиться о пожилой женщине, но Мария отказалась, она не хотела покидать деревню, которая была ее домом. К счастью, даже живя одна, Мария не осталась без поддержки. В деревне всегда находились люди, готовые помочь. Она была любимым учителем в местной школе, и один из ее учеников, Дмитрий, часто навещал ее, чтобы убедиться, что все в порядке. Если что-то нужно было починить в доме, он с радостью помогал. Дмитрий был охотником, он часто ходил в ближайший лес, чтобы найти подходящую дичь, и иногда делился добычей со знакомыми. Однажды Дмитрий сказал, что у него есть сюрприз для Марии. На руках у него было 4 маленьких котенка. Он рассказал, что нашел их в лесу совершенно одних, без матери поблизости. Однако он забыл упомянуть, что эти малыши не обычные домашние котята, а рысята. Мария согласилась взять их к себе. Она давно хотела завести кошку для компании, а теперь еще и могла спасти этих 4 одиноких малышей. Она отвела их в дом и сразу нашла 4 старых миски для животных. Пожилая женщина насыпала в каждую миску порцию мяса, и котята с радостью быстро все съели. Когда они уснули, Мария вышла на улицу поблагодарить Дмитрия за то, что он нашел таких очаровательных малышей. Дмитрий понял, что Мария думает, будто это обычные котята, но решил, что пока они маленькие, не причинят вреда, а он за это время сможет найти подходящее место для них. Мария вернулась в дом и увидела, что котята проснулись и устроили полный беспорядок. Все еще переполненная радостью, что у нее снова появилась компания, Мария не рассердилась. Она прибралась и решила, что пора дать им имена. Она назвала их Тедди, Подлец, Буря и Баламут. Когда котята начали расти, Мария начала подозревать, что они необычные. Они были гораздо крупнее обычных кошек, у них были острые когти, мощные лапы и необычная внешность. Кроме того, все местные кошки убегали прочь, когда эти 4 появлялись рядом. Подозрения Марии подтвердились. Однажды местный охотник шел мимо и увидел, как 4 рысей играют во дворе. Он инстинктивно достал ружье, но Мария остановила его. Мужчина объяснил, что это не домашние животные, а настоящие рыси. Мария была потрясена, но не испугалась. Она любила своих малышей, и они ни разу не проявляли агрессии. Так рыси продолжили жить с ней еще год. Они были преданы Марии, охраняли дом, как сторожевые псы. Когда наступила осень и похолодало, Мария и рыси с удовольствием проводили свои дни внутри теплого дома. Однажды в холодную осеннюю ночь раздался стук в дверь. Мария, будучи любопытной, открыла дверь и увидела 3 незнакомцев. Один из них держал оружие и сразу направил его на женщину. Мужчины потребовали отдать все деньги и ценности, угрожая выстрелить. Вдруг из гостиной раздалось громкое рычание рыси, проснулись от шума и поняли, что хозяйка в опасности. Баламут, Подлец и Буря мгновенно напали на мужчин, царапая и кусая их. Тедди встал перед Марией, защищая ее от вооруженного грабителя. Пока рыси сражались, Мария потихоньку пробралась в спальню и вызвала полицию. Как только она закончила разговор, раздался выстрел, за которым последовал крик животного. Мария бросилась обратно в гостиную и увидела, что Тедди лежит на полу с пулей в задней лапе. Один из мужчин сумел перехватить оружие и ранил бедного зверя. Услышав выстрел, преступники попытались сбежать, но у выхода их уже ждала полиция. Мужчин задержали, а Мария сосредоточилась на раненом рысяте. К счастью, ей удалось выходить Тедди, и за несколько недель его рана зажила. Новости о героических рысях быстро распространились по округе, но для Марии это не имело значения. Она любила своих зверей так, как любила бы обычных кошек, а они отвечали ей верной любовью.
Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.